Сегодня разбираем Клерки. Это сервис, который помогает, по мнению многих стартап-юристов в Кремниевой долине, правильно составлять свои документы на компанию. Клерки основали в 2011 году Дарби и Крис, которые оба работали юристами в больших компаниях в Силиконовой долине. Они видели основную проблему, основатели пытались сэкономить, сделали документы на компании сами, через дешевые онлайн-сервисы, а потом юристам приходилось долго и дорого все исправлять. А так как оба основателя имели инженерный бэкграунд, они решили автоматизировать именно канцелярскую часть документов для стартапов, но сделать это по стандарту топовых фирм. Клерки прошел Y-комбинатор еще летом в 2011 году. С тех пор они сфокусировались исключительно на high-growth стартапах, а не на обычных small бизнесе. Главное, что их отличает от всех других по их заявлениям, то что они не просто регистрируют компанию, а дают полный комплект formation документов, которые проходят проверку инвесторов, плюс документы для fundraising, hiring, equity, ongoing maintenance. Компании, которые использовали клерки, в сумме привлекли десятки миллиардов долларов. Клерки вам предлагают только открытие корпорации, там невозможно открыть LLC, у них есть только два пакета за $427 и за 819. Это подходит для ограниченного количества лиц. Также напоминаю, что открытие как LLC, так и корпораций на лучших условиях, получение ЕИНа, ITIN, открытие банковского счета, получение регистрационного агента, уникального адреса, виртуального адреса, номера телефона, виртуального и реального, у нас на лучших условиях. Можете воспользоваться и убедиться в этом сами. А сейчас приступаем к разбору клерки. And that's it. For help with anything else, check out our help center. Так, начинаем регистрацию. Нажимаем Get Started. Создаем аккаунт. После регистрации у вас есть выбор открыть регулярную C-корпорацию и публичную C-корпорацию. То есть больше других вариантов открытия LLC, соответственно, у вас здесь нету. Это направлено непосредственно на открытие корпораций. А здесь также можно отметить, что у вас уже есть делаверская корпорация. Естественно, также разговор идет только о Делавере. Другие штаты здесь не рассматриваются. То есть напрямую разговор идет о компании, которая, значит, скорее всего, будет IT, в IT и, скорее всего, будет собирать инвестиции. Также здесь есть для юриста стартапа непосредственно, если он регистрирует на этой платформе эту компанию. Ну а вам, если вы выбрали регулярную C-корпорацию в Делавере, нажимаете «Далее». Здесь предлагается пройти курс, чтобы понять, какие ошибки надо избежать. Просьба все внимательно перепроверять. И предлагают при возникновении вопросов обращаться в службу поддержки. Далее еще несколько раз. С уточнением, что они не являются адвокатами, что лучше консультироваться, значит, и с бухгалтерами, с адвокатами, чтобы не сделать ошибку, что вы соглашаетесь с условиями сервиса. И, наконец-то, здесь вы можете начать. Как первый этап выбрать название корпорации, которое потом будет одна из данных приставок. Соответственно, нужно также, чтобы это название уже не использовалось другими корпорациями. Здесь просят внести имя учредителя, который будет подписывать документы об основании данной компании, а также сюда email, на который вам будут отправляться непосредственно все документы по компании. Номер телефона для связи. Здесь просится просто внести адрес, на который вам смогут высылать нужные документы. Он может быть как виртуальный, так и реальный, за пределами США или в США. Здесь вы можете указать количество акций на компанию, но чаще всего вначале вам это не требуется, либо у вас будет юрист, который это сделает за вас. Здесь вы знакомитесь с информацией и подтверждаете ее правильно. Далее запрашивается подпись, вы, значит, добавляете свою почту электронную и подтверждаете. Далее проверяете почту. Далее переходите к подписи документов, значит, здесь нужно написать ваше имя. Далее чуть ниже нажать «Подписать». Далее запрос выбрать тарифный план и оплатить его. И вот здесь выходит стоимость, которую вы заплатите за открытие корпорации через клерки. Пакеты, которые предлагают клерки, с которыми можно ознакомиться. Естественно, здесь только Delaware. $427, 819, включает в себя сборы за ускоренную подачу документов в штате Делавер в размере 203. Включает в себя оплату за регистрацию в качестве агента в штате Делавер $125. Напоминание о годовом отчете. Ненужная функция. Поддержка PBK. Настройка после регистрации компании. Иностранной квалификации Калифорнии и Нью-Йорк. Принятие плана. Здесь не оба пакета входит, но тем не менее. Принятие плана распределения акций. Во второй пакет, дорогой, это не входит. Заявка на получение ЕИН входит. Открыть банковский счет входит, но за вас они никак это не сделают. Значит, льготы, скидки входит, но что именно непонятно. К сожалению, действительно, эта ситуация все равно рассчитана больше на граждан США, потому что вам с СНГ будет намного сложнее просто открыть вот по вот этому пакету счет, и за вас счет они просто не могут открыть, потому что там нужно подтверждение личности и так далее. Они могут передать вас партнеру, но делать это за вас не будут. Следующее. Служба поддержки, зарегистрированный агент адвокатского уровня, расширенная защита задержки подачи документов, рекомендации по поддержке выборов в соответствии со статьей, предварительно заполненные документы. Если у вас
действительно сильный стартап, и вы уже имели опыт ведения этого стартапа на территории США, для вас это будет актуально абсолютно. Если нет, то для вас этот продукт, к сожалению, я думаю, тоже не подойдет. Он не решит для вас какие-то особенные задачи, и, мне кажется, даже может только усложнить весь процесс. Давайте напомню, что мы за сумму меньше в $499 открываем вам LLC, получаем на него EIN, и все это делается за один день, то есть открытие LLC и подача заявку на EIN. Далее 3-4 недели мы вынуждены ждем налоговую. Налог штата платим за вас, эта сумма входит в стоимость. Адрес регагента мы даем в подарок на год. Значит, уникальный. Так, напомню, за $499 что у нас входит в это? Открытие LLC, день в день и подача на EIN. Далее 3-4 недели мы ждем налоговую, здесь без вариантов, потому что ускорить это никак нельзя. Далее, налог штата уже входит в эту стоимость, мы платим его за вас. Уникальный адрес регагента, который позволит вам не быть заблокированным при заявках на регистрацию в разных сервисах, то есть этот адрес будет принадлежать только вам. Далее, регагент на год, номер телефона на 3 месяца бесплатно и устав компании. К сожалению, у клерки не очень понятно, что именно дальше будет, что будет оплачиваться, как это будет выглядеть. Плюс, естественно, вы знаете, что корпорация достаточно сложнее, чем LLC в управлении. Она подходит в определенных ситуациях. Мы также можем вам помочь перейти с LLC на корпорацию. Если вдруг вам это нужно, вы, допустим, можете сначала открыть LLC, потом, если понадобится, перейти на корпорацию. Без проблем мы с этим совсем помогаем, на лучших условиях. Вы можете обращаться и убедиться в этом сами.